Друзья, приветствую! В место, о котором пойдет речь, я впервые отправился 3 недели назад. Изучая карту, я наткнулся на 2 лесных озера, расположенных прямо посреди глухого леса. Поэтому непременно решил проверить водоемы и узнать, какие животные обитают поблизости. Чем ниже я спускался, тем больше местность напоминала болото. К счастью, травы было еще мало, а множество поваленных деревьев помогали преодолеть водные препятствия. Наконец, я был у цели. На деле озера оказались старыми прудами бобров, следы деятельности которых здесь встречались повсюду. Плотина этих грызунов славится высокой прочностью, поэтому переправиться по ней на другой берег можно без особых усилий. В отличие от топкого берега, с которого я пришел, противоположная сторона была вполне комфортной для перемещения, а значит, именно здесь можно было установить фотоловушку. Оставив камеру неподалеку от водоема, я поспешил домой, а вернулся в начале июня. На часах было 4:30 утра, но солнце уже поднялось над горизонтом. Трава же во влажной местности вымахала до таких размеров, что местами я полностью утопал в зелени. Но ни сырая от росы растительность, ни заросли крапивы не создавали столько неудобств, как комары, которых вблизи болота было особенно много. Поэтому пробирался я максимально быстро, не особо отвлекаясь на съемки. Свежих следов бобров не было, словно они давно покинули этот водоем. Только посмотрите, как изменился пейзаж за время моего отсутствия. Фотоловушка же дожидалась меня там, где я ее оставлял. Посмотрим, насколько удачно я выбрал место. Первая в поле зрения – рыжая лисица. Как всегда, с присущей осторожностью обходит посторонние запахи стороной. Следующий визит 3 дня спустя. На этот раз, убедившись в отсутствии опасности, лиса успешно добралась до спрятанной приманки. Тщательно обнюхав поляну, она решила не задерживаться и отправилась в другое место. Наконец, рыжая показалась во всей красе ранним утром. С прежним недоверием она пробовала найти еще что-нибудь из припасов, но дело ограничилось очередным разнюхиванием. Видимо, легкая добыча казалась хищнице чересчур подозрительной. Чуть позже было обнаружено местоположение фотоловушки, и для лисы это стало последней каплей. После такого открытия она не собиралась подходить ближе, и после длительного знакомства на расстоянии покинула опасную зону. Тем же утром камера сработала на появление сразу 2 лосей, один из которых принимал ванну прямо посреди пруда. Другой же, похоже, изучал посторонние ароматы. В этот момент я сильно пожалел, что не установил вторую ловушку с обзором на водоем, думая, что кроме водоплавающих птиц никто не пожелает там позировать. Как и многие другие лосихи в предыдущих выпусках, эта самка не упустила шанса обнюхать незнакомый объект. Судя по животу, она была беременна, а значит, сопровождавший ее подросток скоро отправится во взрослую жизнь. Целых 2 недели камера молчала, и по успевшей зарасти поляне вновь пробежала лиса. На этот раз она не обратила на ловушку ни малейшего внимания, ведь затяжные дожди, скорее всего, смыли все тревожные запахи. А вот, возможно, та самая лосиха, но теперь в компании 2 озорных малышей, которые вместе с матерью исследовали незнакомый мир. Лосятам было меньше 2 недель, и они всюду следовали за бдительной мамой.
В этом возрасте они лишь начинают пробовать растительность, но уже через пару месяцев зелень станет основной пищей, хотя материнское молоко по-прежнему будет играть важное значение. С особой тщательностью самка изучала местные запахи, и малыши словно копировали ее поведение. Следующим утром появилась лосиха в сопровождении одного детеныша. Надеюсь, это была другая семья. Жарким утром самка направилась прямо в пруд, и малыш последовал за ней. Тут я второй раз пожалел, что не оставил на берегу дополнительную камеру. Это были последние кадры перед моим визитом. Место определенно заслуживает внимания. Нужно лишь подобрать правильные ракурсы. Вполне возможно, второй пруд является более привлекательным для животных. Но с высокой травой и комарами лезть сюда у меня пока нет никакого желания. Если лето будет жарким, скорее всего, изменю свое решение. А пока вернемся в июньское утро. Чтобы дополнить скромный запас свежего материала, я отправился в Кабанью обитель. Это песчаная опушка, которую я обнаружил совсем недавно. В полях уже распускаются первые ромашки. Готовится к цветению и смолка клейкая. Пару дней, и картина в таких местах станет в разы красочнее. А пока яркими оттенками радуют лютики. Вот и песчаная опушка. Посмотрим, кто успел предстать перед фотоловушкой. Как выяснилось, кабаны не заставили себя ждать, и уже на следующий вечер после моего ухода заявились на поляну. В таких местах рыхлить почву жестким пятачком проще простого, чем и занялись копытные. Корни, клубни, луковицы растений и все, что можно добыть из-под земли, с легкостью обнаруживается за счет превосходного обоняния и быстро извлекается наружу. Долгое время кабаны спокойно исследовали свои владения, но тревожный звук, похожий на отдаленный выстрел, вынудил животных исчезнуть из поля зрения. Вечером расположенная рядом камера запечатлела другого представителя копытных. Здесь я рассыпал соль, и впервые за все время наблюдений лось заинтересовался моей приманкой. Рога лесного гиганта за короткий срок уже заметно выросли, и соль – один из ключевых минералов, необходимых для поддержания здоровья в этот период. Вскоре самец решил, что позировать на сегодня хватит, и нашел более удобное положение для трапезы. Здесь он провел около 15 минут, а после наверняка отправился к ближайшему водоему. Ранним утром на поляну забрел кабан, куда его привели запахи спрятанного угощения. Вскоре его внимание переключилось на рассыпанную соль. Но, в отличие от лося, особых чувств к минералу кабан не испытывал. Рядом вовсю трудился его напарник. Своим носом он вспахивал податливую лесную землю. Остальные же члены стада не добрались так далеко, выбрав для поисков уже полюбившееся место. На этот раз надоедливые насекомые были в разы активнее, поэтому хвосты каждого животного неустанно работали словно пропеллеры. Найти уязвимое место, облаченного в жесткую шубу кабана, непросто, и тем не менее, как видно, комары и мошки доставляют немало хлопот. А эта картина напоминает собрание семейного совета, или же был найден аппетитный запах. Увы, остается лишь догадываться. На самом интересном месте видеофайл заканчивается. Более опытные особи лучше справляются с поиском провизии, и соседи отлично об этом знают. При виде чужого успеха кабан спешит в надежде урвать что-нибудь съестное, но вряд ли умелый добытчик обрадуется лишнему рту. При этом выяснение отношений лишь привлекает дополнительное внимание. На этом активность животных в этих местах закончилась, но, надеюсь, уже в ближайшие дни они вновь посетят опушку. Еще больше интересного из мира животных в моем телеграм-канале. А на сегодня это все лесные новости. Оставайтесь на связи и до скорого!